Евгений. Так, голливудские улыбки. Не облизываем друг друга слишком, потому что очень сладенько получается. Понял. Можно потроллить немножко. А лысый и толстый, так можно называть, да? Хорошо. Лысый щекастый, я бы сказал. Барсук. Нет, лысый и монощекий, так будет лучше. Друзья, привет! Сегодня мы в гостях у Жени Бойко, Publicis Moldova. Это мой товарищ, который помогает нам закрывать очень много вопросов. И сегодня мы хотим вам рассказать о том, как работали над созданием бренда Ахилл, как мы придумывали его имя, как придумывали логотип. И, собственно, передаю слово Жене. С Димой всегда трудно работать над такими проектами. Почему? Потому что Дима ставит очень высокую планку, но, с другой стороны, и очень полезно. Потому что если мы с Димой работаем над проектами, что-то у нас получается, то очевидно, что за время работы я, как минимум, чувствую, что чуть-чуть подрастаю. С Ахиллом была та же ситуация. У Димы была очень высокая планка и есть. Ахилл — это не локальный проект, Ахилл — это региональный проект. Поэтому первая идея, с которой мы начали, поскольку Ахилл издает звук во время бега и корректирует твою технику, очевидным была первая метафора, а именно, если вы помните, Roadrunner, Мип-Мип. Это его фирменный... Из мультика. Да, из мультика. Фирменный звук. Мы очень влюбились в эту идею сначала, но проверив пару веб-сайтов, поняли, что мы будем далеко не первые, которые используют Мип-Мип. Но это был неплохой разогрев, потому что это, с одной стороны, объединяло функционал продукта, и с другой стороны, имело и эмоциональный окрас. Мы начали двигаться дальше, использовать слова, которые касаются именно боли, которые решает продукт. Это страйк, это Hill Strike. И работать вокруг этих слов. У нас появились названия типа Striker, и в определенный момент появилось название iHeal. И вот мы обсуждаем iHeal. I это как приставка, присущая продуктам Apple. iHeal. И тут в разговоре появляется секундочку, а это же Ахилл. И мы вспоминаем про Ахиллеса. Мы вспоминаем, что у него есть, оказывается, ахиллесова пята, и говорим, стоять, вот это вот для нас идеальное решение. И в названии, чтобы не писать Ахилл как имя греческого героя, мы меняем вот эту вторую часть Hill на слово пятка по-английски. H-E-E-L. И получаем в итоге Ахилл. Естественно, мы прошерстили, прежде чем принять решение, что означает это слово. И в некоторых культурах на арабском языке Ахилл означает король. То есть это неплохая ассоциация. Это очень важный момент. Бывает, имя замечательно звучит, но в определенной культуре, на определенном языке оно может означать плохие вещи. Он был простым в произношении, в нем была зашифрована пятка, и что для нас было немаловажно, что есть четкая ассоциация с Ахиллесом. Правда, Ахиллес пишется не так, как он написано у нас, но на слух эти слова очень похожи, да. Поэтому мы решили, что и в слоганах, и в предложении маркетинговом будем использовать эту ассоциацию, что у тебя, как и у Ахиллеса, есть слабое место, это пятка, и мы попытаемся тебе это место прикрыть. Но это только начало. Это первая серия. Что с Димой как бы найденное имя, это даже не полпути, это первые 10 метров из пути. А нам еще логотип, identity делать. И тут задача та же самая, это уход от очевидности. Мы проработали массу вариантов, я думаю, что они переваливают за пару десятков. Да, пару, это мягко сказано. Да, это мягко сказано. Мы использовали разные источники. Один из источников это форма стрелы, которая мы знаем, что пронзила ахиллесову пяту. Другой вариант — это использование греческой тематики с тем, чтобы подчеркнуть, что Ахилл это связано именно с той греческой мифологией. Но очень скоро стало понятно, что мы делаем опять логотип слишком очевидным, что если это Ахилл, то давай это будет Греция, давай это будет стрела. Нет, это неправильный подход. Дима как-то сказал однажды, а как можно выразить боль? Вот как боль показать? Мы поискали разные варианты, и, похоже, вот эта вот молния, бьющая вниз, она является наилучшим символом боли. Да, наилучшим символом боли. И тем более, если взять из слова Ахилл и выдернуть только буковку А и буковку H с этим символом боли, получается очень интересная иконка. Там у нас де-факто слово А, и это слово означает вот именно вот то ощущение боли. Мы сначала сели рисовать, и сразу вышло то, что на поверхности. Если у нас стелька, да, значит, надо в логотипе нарисовать стельку, да, и попытаться в стельку вписать логотип. Поэтому у нас появились наши первые варианты, это буквы Ахилл, вписанные в стельку. Потом мы зацепились за то, что у нас есть две буквы Е,
И, точнее, да, по-английски, Да, если говорить две правильно, буквы И. 2 буквы И. Да, и мы представили, что это как бы 2 ноги, и мы показываем, что одна нога правильно наступает, другая неправильно, и сделаем акцент на этом. Но это было вообще не очевидно ни для кого, поэтому мы решили после небольшого исследования двигаться дальше. Следующим вариантом было поставить акцент именно на то место, на которое нужно бегать. Вот если вы посмотрите на пятку, то получается где-то вторая, третья. Вот таким образом родился логотип Ахилл. Достаточно быстро. Мы с Женей поработали буквально там 3-4 часа, если так плотно прям сесть. Да, из которых часа 3,5 был поиск. А потом, когда у нас кристаллизовалась молния, как отображение боли, AH вместе и логотип, то буквально за 15 минут мы его сложили. Да. И сейчас я считаю, что это один из самых крутых логотипов, которые у нас есть в портфолио. Он очень яркий, он объясняющий, он понятный, хорошо читаемый, и я им очень доволен. Спасибо, Женя. Спасибо. Если еще и объединить логотип вместе со слоганом Ахилл, у нас есть отображение боли, но тут же есть слоган, который говорит Less pain, more run. У нас получается красивая история, которая также открывает некое воображение. Ты понимаешь, что это пробег, но ты не замыкаешься на уровне какого-то одного узкого продукта.